Всем привет! Приехал на старый объект. Эту печь-камин делал год назад. Вроде пока ничего, все нормально. Трещин нигде нет. Топилась осень, зиму и весну. Все вроде ничего. Хозяева решили переделать сэндвич. В том году я делал, оставил сэндвич. Но приехала молодежь и сдвинула сэндвич, и кладка немного сошла с места. Хозяева решили переделать сэндвич на кирпичную трубу. Сейчас я сниму 2 ряда, вытащу сэндвич со 2-го этажа. Сейчас покажу. Сейчас этот сэндвич разберу и буду класть трубу. Очень плохо сделали. На потолке нет зазора, между трубой нет перехода потолочного. Очень плохо. На крыше почти уже обгорела пена. Сейчас я покажу. Залезу на крышу и покажу. В общем, на крыше труба сделана очень плохо. Нет зазора. Да еще вдобавок заделали пеной. Вот я уже снял верхнюю трубу. Дымник сделал неправильно. Вставлен вовнутрь, когда должен быть наружу. Ну, в общем, работа безобразная. Сейчас покажу, что произошло с трубой. Еще немножко, и был бы пожар. Вот что произошло. Пена уже начала обгорать. Еще чуть-чуть бы и был бы пожар.
Ну все, начинаем разбирать сэндвич и выкладывать кирпичную трубу. Далее я покажу. Ну все, разобрали сэндвич-трубу. Осталось вытащить керамзит и вытащить трубу из печки. Разобрать два ряда и начинать можно класть трубу. Дальше покажу. Ну все, вытащили керамзит. Осталось выкрутить потолочный проход. Ну и все, вытаскиваем трубу и погнали дальше. Сняли потолочный проход. Распилим немного пол под трубу. Снимем два ряда радиального кирпича. Выгоним до потолка. Сделаем расширение трубы. Противопожарные мероприятия. Ну и все, погоним дальше трубу. На потолке тоже распилим под трубу. Выложим на чердаке. Ну и все. Дальше я все покажу. Ну вот, все, сделал распушку. Осталось почистить трубу, помыть. На втором этаже почти уже сделал трубу. Почти дошел до потолка. Вот так вот выглядит труба. Пробелил уже отверстие под трубу. Выход на чердак. Пока ложил трубу, кое-что заметил со стороны чердака. Тоже здесь все плачевно. Еще чуть-чуть бы и все пошло бы гореть. Ну все, выйдем на чердак. Распилим кровлю. И будем выкладывать трубу на крыше. Здесь тоже осталось почистить трубу, помыть. Ну и все. Все, поехали дальше. Все, закончили старый объект, сделали трубу. Решил затопить. Все вроде нормально. Все хорошо работает. Сделал распушку. Проложил базальтовым картоном с фольгой. Все нормально. Дым не выходит из топки. Тяга отличная. Трещин вроде тоже нету. Все хорошо. Когда ложил трубу на чердаке, кое-чего заметил.
Сейчас пойду на второй этаж, покажу трубу, и залезу на чердак и покажу. Вот я приготовил лестницу, чтобы залезть на чердак. Прибили обналичку вокруг трубы, внизу и наверху. Вот так вот выглядит труба. Вроде бы неплохо получилось все. Сейчас залезу на чердак, покажу. С другой стороны трубы установил задвижку, чтобы на втором этаже прогревалась труба. Вот она, задвижка стоит. Ну ладно, полезу на чердак. Покажу вам, что там я заметил интересного. Мне очень повезло, что они вовремя улетели. Здесь очень мало места, тяжело лезть. Вот что я заметил. Осиные гнезда очень и очень большие. Вот какие осиные гнезда делают осы. Мне очень повезло, что они улетели. Сейчас уже осень, конец октября. Так что вот так вот мне повезло. Вот наша труба, ее плохо видно, правда. Ну ладно, спускаюсь, покажу трубу, как получилось. Как я сделал разделку трубы из металла. Сейчас зонд привезут, дымник. Я его установлю и покажу, что у нас получилось. Надо спускаться, слазить. Очень тяжело здесь пролазить. Очень мало места. Да, вот это гнезда. Первый раз такие вижу. Ну ладно, полезем на крышу.
Ну все, полезем на крышу. Покажу трубу. Вот так получилась разделка трубы. Осталось установить дымник. Сейчас должны его подвести. Ну вот, все. Привезут дымник. Привезут дымник, покажу всю законченную трубу. Все, до встречи на следующем видео. Пока.